Всем привет! В этом видео я расскажу про то, как работать со строительными материалами в Archicad. Чтобы начать с ними работу, вам нужно перейти в такое окно. Вы можете это сделать, нажав параметры, реквизиты элементов, и здесь выбрать строительные материалы. Также вы можете вытащить себе вот такую панель быстрого доступа. Для этого вам нужно перейти окно, табло команд, и здесь выбрать панель реквизитов. Она появится, можете ее разместить в удобном для вас месте. Выбираем значок со строительными материалами, нажимаем на него и открывается окно. Здесь есть две части. Первая — это список строительных материалов, а справа находится часть, где мы можем редактировать конкретный строительный материал. Например, если мы выберем стекло, у нас изменится здесь штриховка, мы можем ее сами изменить вручную, сами задать ему покрытие, изменить приоритет. Также здесь есть еще одна вкладка «Классификация их свойства». Здесь вы можете присваивать классификации, задавать ID вашему строительному материалу. Оно здесь пригодится для сортировки, а также можно использовать его, например, при графических заменах. И дальше есть различные классификации и физические свойства строительных материалов. Их можно выносить, например, в каталог. Очень важный параметр здесь — это приоритет пересечения. Давайте я сейчас создам несколько строительных материалов, заодно покажу, как их создавать и как работает приоритет пересечения. Для создания строительного материала вы можете нажать здесь «Создать» и выбрать дубликат того материала, который был выбран здесь у вас до этого, в левой колонке, либо создать свой новый. Я выберу новый и создам. Пусть это будет железобетон. Нажимаю «Ок» и давайте создавать строительный материал с нуля. Нам понадобится задать ему для начала штриховку. Это наше 2D отображение, например, как будет выглядеть стена в сечении при использовании материала железобетон. Давайте я выберу штриховку для железобетона и выберу перья этой штриховки. Линии будут черные, а фон будет светло-серый. Также нужно задать покрытие. Это покрытие будет отображаться в 3D для любых конструктивных элементов, которые будут созданы при помощи материала железобетон. Здесь я выберу, раз это железобетон, выберу материал бетон. Теперь настрою приоритет пересечения. Для железобетона он будет очень высокий. В данном случае 900 я поставлю. Он означает, что любые другие строительные материалы, у которых приоритет пересечения ниже, будут перекрываться любыми другими объектами, которые созданы при помощи железобетона. На слух довольно трудно понять, я сейчас это покажу наглядно. Давайте поставим еще строительному материалу ID. Оно выбирается здесь, в графе ID. Я напишу новое. Это мне пригодится в видео для дальнейшего показа вам группы строительных материалов и сортировки их по ID. Все, я создал материал железобетон. Теперь я могу либо нажать здесь дублировать его, либо также нажать создать. При этом должен быть здесь выбран железобетон. Здесь появляется дубликат. Я создам дубликат железобетона, но уже создам газобетонный блок. Газобетон, дубликат железобетона. Теперь давайте исправим его настройки. Как видите, нам не нужно заново задавать ему ID. Я исправлю ему только штриховку. Я выберу штриховку 25%. Поставлю, например, такой яркий синий цвет. А фон сделаю белым. Также я изменю ему здесь покрытие, выберу белые блоки. И приоритет пересечения я поставлю ему пониже, например, 500. Теперь давайте я наглядно покажу, как работают приоритеты пересечения. Я нажимаю ОК и создам две стены. Первая стена будет из железобетона. Чтобы выбрать материал, вы можете перейти в настройки стены и выбрать его вот здесь. Либо просто в этом меню выбрать строительный материал. Я выбираю железобетон, который я создавал, железобетон новый. И начерчу вот так стенку. Вторую стенку я размещу из материала газобетон. И начерчу ее поперек. Как вы видите, сразу материал железобетона, стена из железобетона, перекрыла стену из газоблока. И это не потому, что она здесь находится на слое выше, а она действительно в 3D модели отсюда вырезала кусок. Давайте перейдем в 3D и посмотрим, как это выглядит.
Вот это наша нехитрая конструкция. И если я выберу сейчас скрыть стену из железобетона, скрыть выборку, то можно видеть, что действительно из этой стены вырезан кусок, по которому как раз и проходит стена. А стена здесь единая, и у нее нет никакого разрыва. Если я верну все элементы на место, то отображение модели продолжит быть таким же. Давайте вернемся на план. И здесь я сейчас выберу в стене из газобетона тот же самый материал. Это можно выбрать, например, пипеткой, вытащить параметры отсюда и передать ее при помощи Ctrl-Alt сюда, на эту стену. Как видите, теперь пересечение этих стен организовано без дополнительных линий, потому что это единый строительный материал, и они корректно пересекаются. Если включить толщину линий истинную, то это будет выглядеть вот так. В этом и есть смысл работы приоритета пересечения строительных материалов. Материалы с большим приоритетом будут поглощать строительные материалы с меньшим приоритетом. А я напомню, что у меня вышел курс «Шаблон Archicad для дизайнера интерьера». В нем вы сможете получить файл шаблона Archicad, а также 31 видеоурок, благодаря которым вы сможете разобраться, как работать в файле шаблона и уже сразу начать экономить время на своих проектах. Если вы начинающий дизайнер или начинающий чертежник и еще не знаете, в какую сторону идти, то шаблон точно для вас. Также если вы руководитель студии дизайна интерьера и хотите наладить работу среди своих сотрудников безошибочно и точно и начать экономить время и наконец перестать нервничать, то шаблон Archicad тоже для вас. А также шаблон подойдет опытным пользователям, которые хотят наладить свою работу в Archicad и поставить чертежи на поток. Подробнее о шаблоне Archicad вы сможете посмотреть на моем сайте, а также в видеообзоре, который я подготовил. Ссылка на сайт, где вы можете приобрести шаблон, будет в описании. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не упустить выгодные предложения и не пропустить мои видео. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Сейчас я добавил сюда еще несколько строительных материалов. Вот как раз я их удобно сортировал по ID, чтобы показать их сразу вместе. Эти строительные материалы помогут детальнее разобраться в работе приоритета пересечения и также посмотреть, как работают строительные материалы совместно с многослойными конструкциями. Я создал еще две многослойных конструкции дополнительные. Это пирог пола для образца и стену из блоков со штукатуркой. Их я уже разместил на чертеже. Здесь не видно какой-то разницы и работы приоритета пересечения. Но давайте перейдем в 3D. Здесь мы можем видеть, что просто стена стоит на перекрытии. При этом я замечу, что стена стоит именно от уровня низа перекрытия. И для просмотра работы приоритета пересечения я сейчас создам плоское сечение, чтобы вы увидели, как это выглядит. Создаю плоскость сечения, пересекаю ей нашу стену, нажимаю «Завершить». Сейчас это все показывается в черном цвете. Давайте я отключу это отображение и замену. Выбираю вид, элементы в 3D виде, фильтрация сечения, элементы в 3D виде. Здесь нужно поставить реквизиты элементов. Нажимаем ОК и видим, что теперь у нас пропало черное это отображение. Скрою плоскость сечения, чтобы она не мешала, и посмотрим, как работает приоритет. У штукатурки приоритет пересечения материалов сильнее, чем у паркета, поэтому здесь часть конструкции вырезается, хотя это все единая стена. Также и у стяжки. Она обрезает штукатурку, но при этом не трогает сам блок, потому что у блока приоритет пересечения сильнее. А вот блок уже отрезается именно железобетоном, так как стена идет сюда вот вниз. Потому что у железобетона максимальный приоритет пересечения среди этих материалов. Давайте я теперь выберу один из этих элементов как выборку и покажу, как работает приоритет пересечения. Скрываем отсюда стену, показываем только перекрытие. И видно, как здесь материалы действительно вырезали и выдавили из себя те, которые меньше из них по приоритету. Здесь выдавила штукатурка и отсекла наши напольные покрытия, а здесь выдавила стена и отсекла стяжку. А вот стена уже железобетон выдавить не смогла. Верну
отображение стены и покажу условия, при котором это должно работать. Чтобы достичь корректности пересечения строительных материалов, важно выполнить очень важное условие. Оно касается слоев. Эти объекты, стена и перекрытие, должны лежать либо на одном слое, либо на слоях с одинаковой группой. Здесь слой конструктив перекрытия, а здесь слой конструктив стены ненесущие. Теперь я перехожу в слои и нахожу два этих слоя. Первый это конструктив стены ненесущие, а второй, но здесь рядом конструктив перекрытия. Мы видим, что у них стоит цифра и группа 1. Если у кого-то из них будет стоять другая цифра, например 2 или там 5, например у стен, я нажимаю ОК и видим, что сразу пропадает корректность пересечения строительных материалов. Но если я сейчас перейду в слои и у перекрытия поставлю тоже цифру 5, то приоритет пересечения сразу заработает. И неважно, какая у вас будет стоять цифра, главное, чтобы у слоев, на которых расположены эти элементы, должна стоять одна цифра. Тогда приоритет пересечения строительных материалов будет работать. В противном же случае они будут просто пересекаться, как будто бы не видят друг друга и не зависят от других строительных материалов. Теперь вы знаете, как работают строительные материалы. До встречи в следующих видео. Всем пока!